Здравствуйте, уважаемые товарищи! Сегодня мы продолжаем цикл наших передач о героическом эпосе кыргызского народа Манаси. В предыдущих передачах я вам рассказывал о том, что мною на основе варианта сказителя Манаши Сагынбаева Разбакова написан пятитомный роман «Манас в прозе» на кыргызском языке. Затем я перевел его на русский язык, и оба этих варианта выставил для продажи на своем интернет-сайте epos-manas.com. Кто хочет, тот может приобрести мое произведение на указанном сайте. В настоящее время я работаю над второй частью трилогии Манас Семетеи. Мною закончен первый том данного произведения. Сейчас идет работа над вторым томом. Кроме этого, для популяризации нашего эпоса я выпускаю видеоролики на ютубе, фейсбуке и других социальных сетях на кыргызском и русском языке. Видеоролики с русским языком сопровождается субтитрами на 112 языках мира. Это значит, что любой житель Земли может ознакомиться с моим произведением на своем родном языке или на языке, который ему близок. В связи с этим я хочу попросить вас сообщить об этом видеоролике своим родственникам, друзьям, знакомым, проживающим в странах ближнего и дальнего зарубежья. Тем самым вы внесете свой посильный вклад в дело распространения эпоса Манас. Это все, что я хотел сказать вам по поводу своего романа. А сейчас, с вашего позволения, я продолжу читать свою книгу. После этого Айдархан и Кукчо в сопровождении нескольких соседей поехали к своим табунам, где паслись 600 лошадей. Они показались им очень хорошими, так что казахам не хотелось пускать их под нож. Некоторых они считали симпатичными, других хорошими производителями, от которых родятся отменные же ребята. Третьи были отмечены им как очень приспособленные для дальних поездок. А четвертые удостоились похвалы за то, что дают много молока. Не в состоянии выбрать ни одну лошадь, казахи долго бродили среди табуна, не зная, каким конем пожертвовать. У Айдара голова пошла кругом. Он не мог поступить иначе. Если не зарезать коня, все стали бы насмехаться над ним, говоря, что хан казахов пожадничал, когда к нему приехал такой знаменитый богатырь. Поэтому он упорно продолжил искать подходящую кобылу. Приехавшие рано утром, казахи бродили среди лошадей до самого вечера. Наконец, они подъехали к 5-6 старым кобылицам, которых они специально выделили, чтобы сделать из них колбасу. Увидев их, Айдар очень обрадовался. «Кажется, я нашел то, что искал», – подумал он. «Этих кляч мы намеревались зарезать на зиму. Сейчас выберу среди них одну для пира Алмамбета. Кто будет выяснять, старая она или молодая? Для людей главное вдоволь поесть конины, выпить ее пулем». «Сынок», — обратился хан Кукчо, — «по-моему, можно выбрать одну из этих кобылиц для пира». «Так думаете?» — вопросительно посмотрел на отца Кукчо. «Но они очень старые.
Может быть, стоит зарезать более молодую кабалицу? Сынок, рассмеялся Айдар, мы сейчас отмечаем прибытие твоего друга. Если зарежем старую кабалицу, разве кто-нибудь расстреляет нас за это? Наша задача – накормить гостей, взять их благословение и порадовать Алмамбета. Какая при этом разница, старая кабалица зарезанная или молодая? Вы правы. Земля зеленеет водой, а молодость – благословением. Я согласен на ваше предложение. Приняв такое решение, Айдархан с сыном подъехали к старым кабалицам. Внезапно перед ними появились жеребцы. Двое из них, кусая друг друга, стали яростно драться. В это время, беспокоясь о своем жеребенке, к ним подошла гнедая кабалица. Один из жеребцов, увлеченный схваткой, нечаянно лягнул у него в живот, отчего он распоролся. Тяжелораненная кабалица от боли громко заржала и застыла, не в состоянии сдвинуться с места. «Берите эту кабалицу», — приказал конюхам, обрадовавшись Айдар. «Ей теперь точно не выжить». Конюх отвели раненое животное к дому хозяина и зарезали вместе с 6 баранами. Сварив их мясо, Айдар угостил пришедших на пир родственников и односельчан бешбармак. В конце трапезы Алмамбет попросил у народа благословения. «С приездом тебя и будь счастлив!» — громко воскликнул Айдар и вместе с народом благословил китайского богатыря. После ухода гостей Кукчо остался очень недоволен. Никто не удосужился позвать Алмамбета в гости, зло подумал он. Я один понес все расходы на пир. Разве это справедливо? Случайно узнав об этом, Алмамбет опешил. Что такое говорит Кукчо? Недоуменно подумал он. Если ему жаль денег, понесенных ради меня, пойду к Айдару, помогу казахам разбогатеть. С этой целью на следующий день он пошел к Айдару и сообщил о своем намерении остаться среди них. «Мне здесь негде жить, отец», — сказал он в конце своей речи. «Найдите мне какое-нибудь помещение для проживания». «Что ты говоришь, сынок?» – удивился Айдар. «Разве ты не хочешь жить в доме Кукчо? Ведь он твой друг». «Нет», – отрицательно покачал головой Алмамбет. «Лучше мне жить в другом месте». Намереваясь ответить, Айдар внезапно прикусил язык. Кажется, между сыном и Алмамбетом пробежала черная кошка, догадался старик. Видимо, Кукчо, как обычно, ляпнул лишнее. Ничем не выдавая себя, Айдар, как ни в чем не бывало, обратился к Алмамбету. «Если не хочешь жить у Кукчо, будь по-твоему», — сказал он, — «тогда живи у меня». «Нет, мне лучше не притеснять вас, жить в другом месте». Пристально взглянув на его лицо, Айдархан понял, что китаец сильно обижен на них. Отказавшись от намерения оставить его у себя, он приказал слугам позвать соседа Мендегула. Когда через некоторое время рослый, смуглый сосед пришел к нему, Айдар тепло принял его. «Мендегул», — сказал хан, — «я предложил Алмамбету жить у меня, но он отказался, попросив подыскать ему другое жилище. Тут я вспомнил про тебя. Твой сын недавно со своей семьей отделился от тебя. Правильно?» «Да», — ответил Мендегул. «Сейчас у меня остался только 7-летний сын. Я дам тебе пропитание для Алмамбета,
а ты дай ему постельную принадлежность и разреши ему жить у тебя, попросил у него Айдар. Я согласен. После этого Алмамбет пошел к Мензугулу, стал жить в Аига. Через 90 дней богатырь крепко призадумался. Казахи сделали мне добро и разрешили поселиться у них, подумал с теплотой он. За это я помогу им разбогатеть. Насколько я знаю, местные манжуйские калмаки и цервоты живут очень богато. У них в Весилии и Жалбызе пасутся несметные табуны лошадей. Я нападу на них, угоню лошадей и раздам их казахам. На следующий день Алмамбет пошел к Айдархану и сообщил ему о своем намерении. «Я согласен с тобой, сынок», — с готовностью ответил хан, внимательно выслушав богатыря. «Какая тебе потребуется помощь для осуществления для этого дела? Дайте мне в помощь 90 вооруженных джигитов», — попросил Алмамбет. «С их помощью я пригоню табуны калмаков». Айдархан исполнил его просьбу, и Алмамбет незамедлительно отправился в путь. С тех пор у кыргызов и казахов появился обычай угонять лошадей. Алмамбет с товарищами перевалил через Алтай и 17 дней бродил среди калмаков, проживавших на побережье реки Амур. За это время он отбил у 14 местных богачей 30 тысяч лошадей и погнал их к казахам. Когда за ними бросились в погоню с громкими криками калмаки, Алмамбет в одиночку выехал к ним навстречу. Он 13 дней сражался с разными богатырями и уничтожил на поединке всех соперников. Оставшиеся живых калмаки испугались и остановили погоню. Воспользовавшись этим, Алмамбет собрал всех лошадей в долине Желанты и с товарищами поскакал в казахский аул. Здорово промучились, беспрерывно сражаясь с калмаками столько дней, подумал Алмамбет, скача на лошади. Мы победили их и в целости, сохранности возвращаемся в родные края богатой добычей. Я отдам казахам всех лошадей за то, что они мне позволили остаться, не дав скитаться по белу свету. А теперь они относятся ко мне, как к родному брату. В первую очередь помогут тем беднякам, у кого нет своей лошади, чтобы откочевать на летние пастбища. На 35-й день своего отъезда Алмамбет возвратился в аул Айдархана. Когда он пригнал несметное количество лошадей, казахи были поражены этим. Где хозяин такого многочисленного табуна? Стали они спрашивать друг друга и возбужденно шептаться с горящими глазами и громко стучащими сердцами. Тому, что они так переполошились, есть резонное объяснение. Из-за бедности некоторые из них были не в состоянии купить себе лошадей, поэтому не могли выезжать, как остальные, на горные луга. Чтобы помочь именно таким голодранцам, Алмамбет отправился в свой поход. После прибытия в аул он по справедливости раздал всем пригнанных лошадей. Кто считал, что ему ничего не досталось, получили по 2 лошади. Таким способом в течение года с помощью Алмамбета казахи разбогатели, стали жить припеваючи. На следующий год бедняки снова собрались в аул Айдархана с надеждой, что Алмамбет снова подарит им скот. Народ, обратился тогда к ним китайский богатырь, я хочу отобрать у калмаков и монголов свою долю. Кто хочет присоединиться ко мне и отправиться в поход? С 2 тысячами добровольцами
Алмамбет поехал на озеро Коконор, пустыню Кобу-Шаму. Проживавших там китайских племен, санамов, монголов и калмаков он угнал 20 тысяч лошадей и 15 тысяч голов крупного рогатого скота. Когда за ними погнались местные богатыри, Алмамбет разбил их. Он при этом взял в качестве добычи 900 лошадей, их обмундирование и оружие. Затем Алмамбет с джигитами отправился в сторону Сары-Арка в Аил-Азеркана. Ну вот, уважаемые товарищи, наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч.